Всем привет, вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить сестринство космического колеса. Что тут вообще-то происходит? Да, надо посмотреть, подумать. Настал момент истины, нужно определиться, по пути ли нам с тобой с уважением Джинрейша. Вот эту Джинрейшу я уже игнорю некоторое время, поэтому давайте, наверное, позовем ее. Смотрим. Смело. Очень смело. Аплодирую твоей самоуверенности. Я тоже рада тебя видеть. Мне бы в голову не пришло основать собственную политическую партию, предложить поглотить Идану лично. Склоняю голову перед твоим гением. Спасибо, наверное. Единственная проблема теперь в том, чтобы убедить всех за себя проголосовать. Но у меня свои методы. Возможно, однако я способна облегчить тебе эту задачу. Вот как? Тебе известно, что я была крайне заинтересована в поглощении Даны. Чтобы отступиться от этой идеи, мне нужна веская причина. Лично поглотив высшую ведьму, ты вполне можешь вознестись до уровня богов и левиафанов. И я не против такого эксперимента. Но я хочу знать, что ты планируешь делать дальше. И в зависимости от твоего ответа я могу убедить всех академиков поддержать вашу партию. Итак, скажи мне, что ты станешь делать, если превратишься в богиню? Ага, нифига, блин. Тут фиг пойми, либо правду отвечать, либо отвечать то, что ее заинтересует. А мне кажется, ее заинтересует что-то такое прям... Что-то типа познать мироздание или... Перепишу вселенную. Нет, блин, она по-любому такая еще, да. Я думаю, она что-то кардинальное бы хотела, чтобы я ответила. Но, с другой стороны, а зачем? Я, наверное, просто отвечу. Правда? Да, блин, фиг его пойми. У меня... Я уже, честно говоря, сама теряюсь в том, какое у меня прохождение. Я вроде хочу идти по стороне больше добра и типа... Там, пис, мир, все дела и все остальное. Но в то же время хочется идти... по пути все для себя и по пути типа а-ля могущества. Я обычно в играх такое никогда не делаю, поэтому, может быть, меня немножко понесло в последнее время. Я буду поддерживать баланс и справедливость. Ну что ж, могло быть и хуже. Хотя, по-моему, это пустая трата силы. Почему? Ты обретешь силу богов и не станешь ничего менять. Более того, ты будешь препятствовать переменам. На мой взгляд, справедливый мир — новый мир. Возможно. Но я не разделяю эту точку зрения. Боюсь, в этих выборах мне придется сохранять нейтралитет. Ну хорошо. Увидимся на выборах. Да, конечно, ладно, сохраняй, пофиг. А вот потом, как поглощу ее, так что ты будешь делать, а? У меня плохие новости. Кипариса бессовестно таскает повсюду трупы данные, агитируя ведьму ее поддержать. Уж не знаю почему, возможно, из-за их давней дружбы, но труп соглашается со всем, что говорит Кипариса. Но и это убеждает сестер в том, что план Кипариса советоваться через Идану с богами будет работать. Нужно что-то делать. Прекрасные новости. Юэния пообщалась с новенькими, чтобы поддержать их в это непростое время. Она за тебя ручается, новенькие ее очень уважают, так что теперь они готовы последовать за тобой. Передай своей наставнице мою благодарность. Так, я нашла кое-кого, кто способен помочь нам. Фортуна, она тебя навестит. Ее зовут Ранджа Мария, она космическая поэтесса. Не из этого Ковена, ты, вероятно, о ней слышала. Ранджа Мария сейчас на пике популярности у ведьм, особенно у молодых. Ее слова, стихи и песни оказывают значительное влияние на ведьминскую культуру. Она самая популярная персона в нашей вселенной, которая определенно сыграет ключевую роль в формировании культуры в грядущие столетия. По слухам, она нам уже симпатизирует, так что если ты убедишь ее высказаться на этот счет, мы сможем заработать кучу голосов. Так. Жасмин сейчас вообще на дне. Георгина реально хорошая соперница. Это прям оно, да. Попробуй покритиковать программу Георгины. Что до темы, то как насчет этого пункта программы? Какой пункт? Давай разрыв связей. Нет, подожди, нужно покритиковать ее, рассеять останки.
Но, блин, с одной стороны, мне как бы нравилась ее эта идея. Мне из того, что не нравилось у нее только вот это вот разрыв связей. Но, кажется, многим понравилась идея рассеивать останки, поэтому это нам... Давай попробуем. Давай попробуем так. Как здорово было повидаться со всеми другими новенькими. Я рассказала им о том, какая ты замечательная, как помогла мне и сделала все, чтобы убедить их голосовать за тебя. По-моему, сработало прекрасно. Они поняли, что мой энтузиазм искренний. Особенно их заинтересовала программа наставничества. Конечно, меня она тоже интересует. По-моему, это прекрасная возможность для каждой из нас. Иди мне набери энергии. Собирать энергию, это так здорово. Наберу целую гору. Да, давай, набери. Набери мне, пожалуйста, энергии. А мы тем временем с кем пообщаемся? Минака. Давай вот с ней. Комарик, которая. Ты. Здравствуй, Фортуна. Очень рада знакомству. Аналогично. Для меня большая честь познакомиться с главой исследователей. Ну что ты, милая, я вовсе никакая не глава. Остальные так говорят лишь потому, что слишком меня любят, чтобы называть старухой. Я знаю, тебя ценят многие ведьмы, не только исследовательницы. Ну, я многих в свое время обучила, так что они относятся ко мне как родные дочери. Но такой должности, как руководительница, начальница или глава исследовательницы, у нас нет. В любом случае, ты пользуешься у них авторитетом. Это сказала... Да. С этим не поспорить. Мои слова обладают для них значительным весом, но я к этому не стремилась. Я не хочу рассматривать их любовь как рычаг управления. Ну да хватит обо мне. Я давно хотела с тобой познакомиться. Знаешь, я уже собралась было навестить тебя, но ты как раз отправилась в изгнание. Да? Мы тогда искали нового оракула, которая помогла бы нам спланировать путешествие в черную дыру. О, я бы с удовольствием в этом поучаствовала. К сожалению, эти планы пришлось отменить, когда в черной дыре пропала одна из исследовательниц, совсем молодая. Та оракул, что тогда с нами работала, сказала, что пропавшая не погибла, а переместилась в иную эпоху, и что мы больше никогда не увидим. О, сочувствую. Как знать, возможно, будь с нами, ты все сложилось бы иначе, но этого мы уже не узнаем. О, надо же, я снова о себе, извини. Надо сосредоточиться на настоящем, иначе я буду рассказывать тебе байки до конца выборов. Да ничего страшного. Так значит, ты навещаешь всех кандидаток? И как оно идет? Все труднее и труднее. Я посещаю не только кандидаток, но и их советниц и остальных членов команды. И я слишком всех вас люблю. Нас ждет прекрасное будущее, кто бы ни победила. Ты любишь всех, даже Кипарису? Но я не буду это спрашивать, наверное. Если мы победим, будущее получится самым прекрасным. Согласна, жаль, что нам приходится соперничать. Да, тебе, наверное, очень трудно сейчас. Ведь вы с Георгиной и Жасмин очень дружны, не так ли? Они моя настоящая семья. Надеюсь, эти выборы в конечном итоге еще больше сплотят вас. Да, я тоже надеюсь. Жалко, что мне не удалось провести немного времени с теми, кого я так люблю, а вместо этого пришлось сразу окунуться в гущу событий. Мы практически не способны повлиять на то, какое испытание подкинет нам судьба. Но раз тебе так тяжело, почему ты ввязалась в эти выборы? Может, не надо было. Но меня все же заботит судьба Ковина. Поэтому я прилагаю все усилия, чтобы именно наша программа вела его в будущее. Понимаю. Она пыталась чихнуть, но не получилось. Понимаю. Чувство долга в тебе воюет с дружеской привязанностью. Итак, скажи мне, как я могу завоевать твою поддержку? А это тоже Фортуна говорит. Ты прямо линейна. Это хорошо. Для того, чтобы заполучить мой голос, нет необходимости делать что-то конкретное, но ваша партия единственная, в которой есть оракул. Это интригует. Так что, если возможно, я бы хотела, чтобы ты мне погадала. Особенно меня интересует, как твой дар может поспособствовать нашей нескончаемой работе по изучению Вселенной. Что ты хочешь спросить? Запрос у меня легкий. Расскажи мне о месте, в котором я еще не бывала. Не так это легко, учитывая, что ты знаменита как раз тем, что побывала везде. Ну, по крайней мере, во всех известных местах. Думаю, не страшно, если я начертаю Минаке какое-нибудь новое место для исследования. Попробовать ее удивить или лучше строго придерживаться запроса? Хороший вопрос. Мне кажется, что она больше такая, которая, типа, спокойно, так, знаешь, размеренно. Ты просто сделай, как я попросила. Но, с другой стороны, она побывала везде, и она хочет узнать что-то невшибенное, наверное. Мне стоит сказать ей что-то поражающее. Давайте попробуем. Милая, это не вызов.
Впрочем, ты права, это действительно вызов. Вот что. Минака, ты окажешь нам огромную честь, если решишь нас поддержать. Поэтому я не только расскажу тебе о месте, где ты еще не была, а я расскажу тебе еще о том, что ты там найдешь. О, смелое заявление. Давай, я уже начинаю предвкушать. Сосредоточься на этом предвкушении, пока я тусую карты. Вспомни, что ты ощущала, когда впервые попала в место, не значащееся на картах. Так. Это я кладу на находку. Ищи как можно тщательнее, ведь там ты найдешь ведьму, пропавшую в черной дыре. О, вот это ее заинтересует точно. Ты повстречаешь осьминога телепата, сотканного из темной материи, он учит тебя как себя простить. Нет. Блин, хотя как себя простить тоже, конечно, да. Но вот это... Она заинтересуется в этом. Что? Это правда? Не искушай меня беспочвенной надеждой. Это правда. Я больше всего на свете хочу тебе поверить, но мы сделали тогда все, что было в наших силах, но не сумели ее вернуть. На сей раз все получится, поверь. Хорошо, спасибо. Ну ладно, куда мне нужно направиться? Давай я вытяну еще одну карту. Куда тебе нужно направиться? Давай. Ух ты ж, блин, что-то жесткое, да? По орбите вокруг Юпитера между пятым и шестым его спутниками летает 20-гранник естественного происхождения. Неподалеку от черной дыры, которую ты изучала последней, ты пропустила останки планеты, которую некогда разработали титаны каменоломни. Да, в принципе... Да, в принципе, один фиг. То и то неплохо. Давай так. Ты уверена? Мы очень тщательно прочесали окрестности. Возможно, вы были так сосредоточены на другом, что не заметили оболочку выработанной планеты. Но это до некоторой степени вероятно. Можно проверить ту область еще разок. Ты уверен, что я не зря потрачу время? Я абсолютно уверена, что ты найдешь то, о чем говорят карты. Хорошо. Доверюсь твоему предсказанию. То, что ты сделала, не поддается осмыслению. И я немедленно отправляюсь в путь. Буду с нетерпением ждать твоего возвращения. Ну еще бы. Большое спасибо за то, что выполнила мою просьбу. Да, давай. Что тут у нас? Ага, приветик. Вернулась? Что скажешь? Я повидалась с исследовательницами. Некоторых из них привлекает большая свобода действий, но едва ли не половина хочет, чтобы Ковен больше не вкладывал в их проекты. Понимает, что это налагает обязательства. Так что среди них нет единого мнения, но некоторых я убедила встать на нашу сторону. Слушай, а давай с воительницами попробуем. С воительницами, да. Да, я же... Подожди, что я нажила сейчас? Я реально не понимаю, я нажала же вроде поискать кого с... Разрекламировать нашу эту, я ей сказала. Что я ей сказала? Это что за фигня? Что это? Эпилог. Сверка с реальностью. Фортуна. Фортуна, скажи что-нибудь. Что случилось? Тебе что в голову всплело? Зачем ты пошла в море? Я тонула? Ты хотела покончить с собой, что ли? Что это за бред про «хочу стать ведьмой»? Патриция, успокойся. У нее, видимо, какой-то жизненный кризис. Ничего, Фортуна, мы рядом. Что? Все хорошо. Ты в безопасности, мы твои подруги. Нет, серьезно, какого хрена? У тебя шок. Давай мы отвезем тебя домой, заварим чай и поговорим, ладно? Фортуна, больше никогда так не делай, обещаешь? Хорошо. Что? Подожди, она же сказала. Патриция, в чем дело? Патриция, нам нужно вернуться на астероид. Что? О нет, Ева, она слетела с катушек. Так, дышите глубже. Я что, отправилась в прошлое? Ой, да ладно. Нет, милая, ты не отправилась в прошлое. А откуда ты здесь взялась, по-твоему? Я живу в космосе, прошло уже много веков. О, разве такое возможно? Подождите, что происходит? Секунду. Одну минуточку, я что-то сейчас не врубаю, что происходит. Но я ведьма. Хватит, Ева, не надо потакать ее фантазиям. Это не фантазия, Патриция, очнись, ты тоже ведьма. Ты архивист в нашем Ковене. О, нет, господи боже, Фортуна, что ты несешь? Так, без паники.
Это пройдет, это просто защитная реакция, вызванная стрессом. Мне кажется, будет лучше поспрашивать ее обо всей этой ситуации. За фантазиями про ведьм наверняка кроется что-то настоящее. Уверена? Ну, попробовать стоит. Ладно, но давай сама, я просто не вынесу. Ну, хорошо. Фортуна, расскажи нам о своем ковене из ведьм из космоса. Ладно. Всего в нем около сотни ведьм. Наш ковен один из самых уважаемых в магическом сообществе. Недавно наша глава умерла, а теперь мы проводим выборы, чтобы избрать новую. Ясно. Расскажи об этих выборах. Я выставила свою кандидатуру. Ого, вот это круто. И какие у тебя планы на этот ковен? Я хочу, чтобы все были счастливы. Хотя скорее она хочет, чтобы исправить ситуацию, чтобы они были скорее сильнее, а не счастливы. О, это так здорово. У тебя для этого есть какой-нибудь туз в рукаве? Нет, я не буду говорить это. Мне кажется, это какой-то... Сейчас что-то происходит не то. Мне кажется, что... Я не буду говорить про Левиафана. Ага, ну да. Что? Ой, ничего, извини. Расскажи, как ты собираешься противостоять соперницам? Фортуна, очнись. Тебя колдовать... Да, я так и знала. Только что подумала об этом. Так и знала, что это кто-то специально сделал. Хорошо, что я не сказала про Абрама. Ух ты, какое лицо. Ты смотри. Пойдешь на превью. Фортуна. Все, я тут. Что случилось? Когда я появился, ты с закатившимися глазами что-то бубнила себе под нос. Я очутилась в какой-то иллюзии. Кто-то пытался убедить меня, что я не ведьма, что мне это все просто привиделось до перерождения. Проклятие, они все выпрашивали меня о выборах. Ты рассказала что-нибудь, о чем не стоило рассказывать? Я сказала, что хочу сделать всех счастливыми. Угорает. Чего это ты смеешься? Теперь все будут думать, что мы безнадежные идиоты. Боже. Ну, Абрам реально тащит. Он просто... По-моему, мы производим хорошее впечатление. Ну что ж. Ну, раз кризис миновал, я вернусь к своим занятиям. Держись, нам осталось совсем немного. Абрамар, это что было вообще? Вот так и знала. Мне удалось узнать о Георгине одну историю, которую можно обернуть против нее. Несколько десятилетий назад произошел бунт, который называют кошмарным восстанием. Его подавлением занимались арбитры. Как выяснилось, группа ведьм укрощала демонов, с их помощью контролировала несколько смертных сообществ. Эти ведьмы заставляли демонов проникать в кошмарные сны смертных, влиять на их разум. На Земле и в мирах оленьего народа стало быстро расти число культов. Укротительницы демонов получали столько энергии от тех, кто им поклонялся, что обнаглели и попытались с помощью таких же кошмаров контролировать арбитражный суд. Им это, конечно, не удалось, но конфликт растянулся на пару лет, пока не выследили всех укротительниц до единой. Многие из них теперь служат арбитрами, но ты наверняка гадаешь, при чем тут Георгина? Угадай, кто поставлял оружие этой группе бунтарщиц. Именно наша Георгина изготавливала для них кинжалы, способные укрощать демонов. Конечно, нет ничего незаконного в том, чтобы делать кинжалы для ведьм, не состоящих в нашем ковене. Но с ее стороны было как минимум безответственно предоставить им оружие, которое в итоге привело к кошмарному восстанию. В общем, арбитражный суд в итоге не вменил Георгине даже причастность, но большинство ведьм не знает о том, какую роль она сыграла в этом восстании. Если об этом упомянуть, сестры могут задуматься, насколько разумно решение Георгины, и эти сомнения наверняка лишат ее поддержки многих. Но сомневаюсь, что такой поворот обрадует Георгину. А пускай он союзницу поищет, сейчас найдет кого-то, я не знаю. Что-то странное. Так, тут. Давай вот это позовем. Ух ты, совушка. Привет. Добро пожаловать. Вун говорит на языке каком-то, который я нифига не понимаю. Вот, если вы понимаете, если вы знаете этот язык, пожалуйста, переведите. Если можно. Потому что я не знаю, правда. Постой, я тебя не понимаю.
Неужели мы никак не можем понять друг друга? Я обращусь к картам. Погоди минутку, я не понимаю, что ты говоришь, но полагаю, ты понимаешь меня, так? Надеюсь, это значит да. В общем, если ты не против, я попробую узнать у своих карт, как мы можем прийти к сотрудничеству. Это да? Не похоже. Да. Пытается выговорить слова, когда пытаешься общаться на другом языке. Хорошо, начнем. Давай. Я вытяну одну карту, чтобы узнать, как будет разворачиваться наше общение. Думая о том, зачем ты ко мне пришла, я попробую как-то ощутить твое намерение. Давай. Сейчас мы ощутим все. Так, через минуту над моим астероидом сойдутся звезды, и я получу способность говорить на языке туманности. Тебя разочарует моя некомпетентность, тревожит судьба нашего Ковена, поэтому ты убедишь группу академиков покинуть все средства стать независимыми. Это безнадежно, мы с тобой никогда не найдем общий язык, но несмотря на это, в дальнейшем будущем вдохновлять и уважать друг друга будем. Ты разочаруешься во мне, отправишься к Кипарисе, в отличие от меня, с ней ты придешь к взаимопониманию. С твоей поддержкой ее шанс на победу значительно возрастут. Зачем мне это? Я выбираю первое. Я буду сейчас говорить на ее языке. Это самое такое нормальное, мы просто выслушаем его по-нормальному, да, по-человечески, так сказать, по-совиному. Значит, проблема решена. Ого, это еще что за ощущение? У меня под языком словно проступают колдовские символы. Тебе удалось? Вот так вот просто? О, сработало, я тебя понимаю. Это одна из самых невероятных демонстраций магического дара, которую я когда-либо видела. Спасибо. Попробуем начать разговор сначала? Хорошо. Так, о чем я? Да. Я способна уничтожить вашу партию. Чего? Извините. Что? Подожди-ка. Многообещающее начало. Не знаю, знакома ли ты с моим даром. Я способна повредить что угодно. Семена разрушения есть во всем. В планетах, в сообществах, в идеях. Я способна увидеть путь, ведущий к распаду, направить по нему что угодно. И зачем ты пришла сюда говорить мне все это? Это проверка. Наилучшим для нашего Ковена будет, если у руля встанет могущественный оракул, поэтому изо всех кандидаток ты устраиваешь меня больше всего. Приятно слышать, но у тебя странный способ выражать поддержку. Я должна убедиться, что ты способна быть лидеркой. Что ты предлагаешь? Я предлагаю тебе возможность помешать партиям твоих соперниц. Я уже изучила их и знаю, что нужно сделать, чтобы свести на нет их усилия. Только скажи, и все будет сделано. Однако, если ты откажешься, я отправлюсь к твоим соперницам, предложу им то же самое. Класс. Ну, понятно. Не спеши с ответом. Это все-таки проверка, так что как следует обдумай, как поступить в этой ситуации. Так, позволь убедиться, что я тебя правильно поняла. Ты угрожаешь уничтожить нас, если мы не решим уничтожить наших соперниц. Полагаю, тут несколько больше нюансов. Твои соперницы также могут отказаться от моего предложения. Станешь ли ты полагаться на то, что они поступят столь же честно? Вот как. Я не понимаю. Тебя все это заводит, что ли? Обдумай мои слова. Я не блефую. Чтобы понять, выдержит ли наш Ковен проверку энтропии, я должна попытаться его изменить. Ладно. Я тебя не тороплю. Сообщи мне, когда примешь решение. Если ты этого не сделаешь, я решу за тебя. Нифига, ты слышишь? Нифига. Ничего себе, вот это у вас, блин, запросы. Проклятие, у Георгины нервы крепче каната. Что случилось? Она бросила официальный вызов на дуэль всему Ковену. Хочет доказать, что она сильнее всех. О нет. Сказала, что сразится с кем угодно. А хуже всего то, что никто не рискнул применять вызов, даже старейшие ведьмы. Подожди, это то, что мы предсказывали? Это ж я предсказала. Так что ее маневр себя оправдал. Из-за этого Георгина начала набирать популярность. О, кажется, это моя работа. Вернее, моих карт. Я предсказала это Георгине, как догадала ей еще до начала кампании. Вот проклятие, хотя это все объясняет. Не переживай, мы все равно ничего не можем сделать. Лучше постараемся снова заслужить доверие наших сестер. Жасмин нанесла новый удар. Видимо, она заключила какую-то сделку, теперь часть исследователей переметнулась на ее сторону. Может, стоит вмешаться? Я вернулась. Большинство новеньких за то, чтобы рассеять останки данных и пополнить наши ряды. Исследовательные воительницы тоже за увеличение Ковена, а вот оракулы и академики хотят стать сильнее, поэтому поддерживают нашу позицию. А давай покритикуй программу Георгины с темы разрыв связей. Да. Давай. Я извлекла эту энергию своих перчиков, надеюсь, она подойдет.
О, ура, хоть одна мне принесла. Давай еще энергию. Ты пока набирай энергию, а давайте, может быть, все-таки 12 циклов осталось. Давайте, может, еще сделаем какую-то карту. Хотя я не думаю, что... Не знаю. Не знаю, ладно, давайте сделаем еще карту. Уже буду, ну, сделаю как получится. Чё? Студия Юэни. Шаманы. Так. Угу. Давай вот это. Что еще? Что еще? Нет, подожди, министрата нет. Трости священного дерева, ну... Тоже, ну так, ну хз. Ну, давай. Не сказала бы, что это прям то, что мне нужно. Конечно, ну ладно. Ну ладно уж. Будет этот чувачок у нас такой сидеть вот здесь. Вот это стоит вот так вот тут, оперевшись. Цветочек. Цветочек будет у нас тоже стоять в горшочке. Вот так вот он стоит. Раз прекрасно, вообще идеально, считаю. Господи, горшочек, можно мне нормальный? Вот горшочек стоит тут. Цветочек стоит здесь. Хорошо. Как-то можно? Вот так. Сюда. Вот так отлично. Вот так прекрасно, вообще идеально, считаю. И вот это мне тоже дай, типа, вот так вот. Давай вот так вот. Вообще супер. Вообще говорю, супер. Да. И что? Еще куда тут надо поставить? Цветочек еще один. Просто ты у нас флорист. Не, давай вот сюда вот поставим. Типа стоит еще вот тут. Ох уж эти композиции. Конечно, ничего не скажешь. Вот так хорошо. Наследство. Защищенность, личность, милосердие, благополучие, счастье, желание, страсть, безразличие, стагнация. Интересно. Окей. Ого, ты уже вернулась. Смотри-ка. Разве она не только что улетела, или кого я сейчас только что отослала? Не помню. А, нет. Окей. Я больше не нашла никого, кто бы нам подошел, так что на этом все. Давай сосредоточимся на других занятиях. Давай. Задание. Задание. Какое задание? Покритиковать программу соперницы? А какой соперницы? Давай посмотрим, подожди. Я придумала. Тут я просто в идеале. Тут поставщица. Поставщица. Давай попробуем. Поставщица. У меня есть кое-какие мысли насчет того, как привлечь ведьм на нашу сторону. Я этим займусь. Шикарно, вообще идеально. Давайте тогда на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.